Всем привет, с вами маркетолог компании Тагомол, и сегодня мы будем разговаривать о том, как правильно нужно продавать товары в Телеграме. В этом видео мы рассмотрим связку Телеграм-рекламы, Телеграм-канала и Телеграм-магазина. Я покажу вам примеры успешной рекламы Телеграм в товарном бизнесе, потом расскажу, как правильно вести Телеграм-канал, чтобы он продавал, на какие нюансы стоит обратить внимание, и расскажу про Телеграм-магазин. Телеграм-магазины появились относительно недавно, и они являются ключевым фактором нашей связки, которую я буду вам рассказывать сегодня. Поэтому досмотрите это видео до конца, будет много чего интересного. И поставьте нам лайк на это видео авансом. Ваши лайки и комментарии под видео с вашими вопросами всегда мотивируют нас выпускать как можно больше нового контента. В начале нашей связки стоит первый шаг, это запуск рекламы Telegram ADS. Но запуск рекламы это всего лишь часть успеха. Если не заниматься каналом, то дешево привлекать подписчиков не получится. Поэтому тут нужно совмещать активную работу над каналом и с рекламой. И только тогда вы достигнете оптимальной цены подписчика и у вас увеличится количество продаж. Поэтому с самого начала я вам буду рассказывать про Телеграм-канал, как его нужно вести. Потом, когда у вас возникнет понимание, какой у нас контент есть в Телеграм-канале, я вам расскажу примеры рекламы. А уже в самом конце я вам расскажу, как, для чего нам именно нужен Телеграм-магазин, почему он лучше простого стандартного интернет-магазина и какие возможности он нам дает для увеличения продаж. Итак, начнем с Телеграм-канала. Когда мы ведем людей в канал, эффективность продвижения лежит на стороне контента. Именно контент помогает нам сделать нашего подписчика покупателем. Большинство пользователей в Telegram ищут новости, пользу и развлекательный контент в мессенджере. Поэтому выстраивать коммуникацию нужно с пользователями, ориентируясь на эти интересы. Основная ошибка при ведении товарного Telegram-канала – это то, что владельцы постят только продающий контент. Под продающим контентом я имею в виду, когда магазин одежды начинает постить только свои новые товары. Никакого развлекающего, либо познавательного, либо образовательного контента у них нету. Также на лояльность клиентов в Телеграме очень влияет именно тот формат беседы, который мы ведем с нашими подписчиками. Пользователи Telegram предпочитают чувствовать себя в закрытом комьюнити, потому что площадка, она предоставляет такие возможности, и мы, когда наблюдаем за каким-то каналом и участвуем в вопросах, либо в каких-то голосованиях, мы чувствуем свою причастность к этому контенту, и можно создать образ закрытого сообщества. Мы всегда рекомендуем активно вести канал и делать ежедневно посты, вводить различные рубрики и добавлять полезный контент, чтобы подписчик листал его не только ради товаров, но также из-за общих ценностей и каких-то различных материалов. Давайте сейчас разберем задачи контента в Телеграм-канале. У контента в Телеграм-канале есть три основные задачи. Это сформировать спрос, закрыть возражения и переводить пользователя в магазин. Для успешного ведения Телеграм-канала необходимо понимать, какие проблемы и боли испытывает ваша целевая аудитория. То есть нам нужно пообщаться с клиентами, понять, какие у них основные запросы, и под эти запросы уже создавать контент, чтобы он отвечал их потребностям. Почему я говорю именно про боли и потребности клиентов? Потому что именно так мы привлекаем клиентов к нам в канал и дальше в магазин. То есть мы в рекламе показываем им боли и их потребности, их это интересует, они переходят в наш канал. В канале мы это более детально раскрываем, а потом из этого контента мы уже переводим человека в наш магазин. И там мы совершаем продажу. В этом видео продажу товаров через Telegram я буду показывать на примере магазинов одежды. Сейчас я вам покажу примеры рубрик контента для магазина одежды. Похожие или смежные рубрики контента вы можете сделать для любой своей ниши. Первая рубрика – это закулисье проекта. Люди любят заглядывать за кулисы и смотреть на внутреннюю кухню вообще проекта. Что вы делаете, как вы создаете свои продукты, показывать свой офис, какую-то внутреннюю жизнь. Людям нравится за этим наблюдать. Вторая рубрика – это FOMO. FOMO – это значит эффект упущенной выгоды. Вы можете подогревать интерес вашей аудитории к вашему продукту при помощи страха что-то упустить. Например, вы говорите, что у вас осталось 5 последних размеров популярной вещи, ее больше не будет, либо делаете какую-то акцию с ограничением по времени, и это лучше стимулирует продажи. Следующая рубрика – это посты о стиле и трендах, новости с показов, различные новые коллекции, что сейчас в тренде, что сейчас модно носить. Дальше это вещи из ассортимента и варианты их сочетаний. То есть мы создаем образы из тех товаров, которые у нас есть, и показываем, как они сочетаются и как людям нужно их носить. Также проводим различные конкурсы, также показываем отзывы клиентов. Можно делать видеоотзывы, можно делать текстовые отзывы. Добавляем различные видеообзоры, ну и разные подборки образов не обязательно из нашего товара, а просто показываем, как нужно стильно носить вещи и сочетать их. Давайте перейдем сейчас к контенту, я покажу, как это выглядит в других популярных телеграм-каналах, как они ведут свой контент. Давайте посмотрим на первый скриншот. Тут контент выглядит очень эстетически приятно, и на самом деле его сразу хочется купить. То есть не нужно просто публиковать свои вещи на манекенах, а лучше делать фотосессии и публиковать контент вот так вот. На втором скриншоте мы видим, как магазин одежды спрашивает совета у своих клиентов, какой крой спортивных костюмов им больше нравится.
И люди любят участвовать в опросах. Видите, у них больше 2000 голосов проголосовало. То есть опросы вы можете тоже использовать. Третий, четвертый скриншот — это пример, как нужно рассказывать о трендах, либо о каких-то новостях с показов. Посмотрите тут на первом скрине, как они описывают летнее платье и как они его хорошо продают. То есть на качество фотографий и на описание, которое они делают. Потом к этому посту у них идет ссылка на магазин, в котором человек может приобрести этот товар. На втором скриншоте мы видим, как магазин показывает образы своих клиентов. Ну и на третьем скриншоте мы тоже видим продающий пост черного платья. Посмотрите на фотографии и на то, как оформлен текст. Синий выделенный текст — это кликабельная ссылка на переход в магазин, чтобы люди могли приобрести это платье. Также есть магазины, которые показывают примеры образа вот в таком стиле. Также магазины одежды активно делают видеоконтент. На первом видео слева у нас образовательный контент, как правильно повязать порыва в качестве топа. На других видео мы видим, как магазин демонстрирует свой товар. Это я делал скриншоты, но на самом деле это видео. Вы видите здесь по таймеру, что это видео. Как выглядит воронка продаж в канале? Мы ведем подписчика от поста к посту, регулярно его прогреваем и потом выводим подписчика на определенный товар и закрываем на покупку. Что я имею под этим видео? Смотрите, например, я вам показываю женский образ. Например, у нас есть платье, туфельки, сумочка. От этого поста мы потом делаем следующий пост, когда рассказываем о нескольких пар туфель, которые могут подойти к этому образу. Следующий пост мы рассказываем о нескольких вариантов сумочек, которые могут подойти к этому образу. То есть сначала мы составили образ, потом мы показываем несколько вариаций туфель, которые мы можем людям продать, потом мы показываем несколько вариантов платьев и несколько вариантов сумочек, которые мы можем продать, чтобы у человека получился такой же образ. И под каждым постом у нас есть ссылки на эти товары, и люди потом переходят и покупают их. Давайте теперь перейдем к Telegram ADS. Рекламный кабинет у нас выглядит вот таким вот образом. Мы можем написать заголовок, объявление, текст, указать ссылку, указать нашу ставку, выбрать таргет по стране, выбрать язык и выбрать каналы конкурентов, по которым мы будем рекламироваться. А что у нас вообще влияет на привлечение подписчика? На привлечение подписчика у нас очень влияет ведение канала и контент в нем. Поэтому в самом начале я вам рассказал сначала про канал, а потом сказал, что я вам расскажу про рекламу. Важно учитывать, чтобы запросы пользователей, потенциальных подписчиков, они соответствовали рекламному посылу, который сформирован в объявлениях. Поэтому очень часто для снижения цены мы пробуем ввести трафик на конкретный пост. То есть у нас в рекламе указана какая-то проблема, и мы его ведем на конкретный пост, где расписывается эта проблема, либо нам более глубоко раскрывается. Когда у нас более подписчик лояльно становится, у нас дешевле выходит подписка. Как вообще работать с Telegram ADS, когда мы рекламируем магазин одежды? Мы собираем 50-100 каналов наших конкурентов, брендов одежды, фэшн-блогеров и лидеров мнений в сфере моды. Потому что там содержится наша целевая аудитория. И мы на эту аудиторию начинаем рекламировать наш Telegram-канал. Как мы это делаем, сейчас я вам буду показывать примеры рекламы. Давайте посмотрим, как это делает один из популярных магазинов. Он привлекает трафик на пост со скидкой, то есть он рекламирует скидку, потом он привлекает на пост, а потом они уже продают в Telegram-магазине это все. Рассмотрим следующий вариант работы с промокодом. Смотрите, в кабинете Telegram ADS можно увидеть траты, показы и подписку. Но мы не можем понять, из какого канала у нас лучше люди покупают. Потому что, например, если мы отобрали 50 каналов конкурентов, мы не можем понять, из какого канала нам приходят те подписчики, которые покупают. Поэтому в рекламе мы можем указать различные промокоды. То есть, например, у нас есть 50 каналов конкурентов. На каждый канал конкурента мы делаем свой промокод, который рекламируем в этом канале. Тут на примере видите, что они рекламируют промокод «Восторг», промокод «Подарок» и промокод «Март». Что мы делаем дальше? В нашем сервисе по созданию Telegram-магазинов вы можете создавать промокоды, и потом вы можете по ним отслеживать статистику. То есть вы видите, сколько человек у вас купило, используя этот промокод в Telegram-магазине. То есть вы видите, что с канала номер 1 у вас было 2 продажи, с канала номер 3 и 4 у вас было 0 продаж, а с канала, например, номер 5 у вас было 10 продаж. Люди, когда покупают, они вводят этот промокод именно в Telegram-магазине. И таким образом мы можем отследить эффективность рекламы в определенном Telegram-канале. Какие еще варианты есть рекламы? Мы можем привлекать трафик через ключевые боли нашей аудитории. Например, мы рассказываем, как собрать уникальный базовый гардероб. Потому что многие люди, у них нет чувства стиля, вкуса, а мы в этом им помогаем. И мы закрываем эту потребность. В вашем бизнесе может быть много разных потребностей клиента, поэтому я изначально говорил, что вам нужно понять, какие потребности есть у клиента, и потом под него создавать контент в своем Telegram-канале. А в рекламе мы используем посыл, который может привлечь внимание пользователя, чтобы он прочитал и заинтересовался. Вот еще примеры, которые могут быть, когда мы привлекаем трафик через более целевой аудитории. Например, сколько образов может спасти майка или просто топ. Как стильно сочетать этот предмет гардероба, какие образы можно составить. Или рассказываем людям, что могут носить зарубежные фэшн-блогеры, чтобы показать людям, как одеваются за границей, какие там модные тенденции. Либо мы продумали за вас практичные и стильные образы на весну.
То есть человек заходит, просто смотрит, и сразу же с этого поста мы потом переливаем трафик на другой пост, где предлагаем вариации того, что его можно купить, и потом совершается продажа. Также еще не нужно забывать о ситуативных инфоповодах. Например, вдохновляющие модные подборки и зимняя коллекция. То есть, если мы зимой, мы продаем товар для зимы. Если у нас какой-то есть Новый год, мы продаем товар для Нового года. Если там есть какие-то праздники, мы продаем под этот праздник товар и делаем рекламу именно под этот праздник. А на самом деле для товарного бизнеса Telegram подходит очень отлично, и сейчас в Telegram ADS еще не такая большая конкуренция, поэтому я бы всем советовал попробовать этот инструмент как можно скорее. Так, теперь переходим к связке Telegram-канал плюс Telegram-магазин. Первый шаг, который нам нужно сделать, чтобы клиенты переходили в наш Telegram-магазин, это закрепить кнопку на наш Telegram-магазин в Telegram-канале. Второе действие, которое мы делаем, это под каждым продающим постом мы размещаем ссылку на наш Telegram-магазин или конкретно на товар, который мы продаем. К примеру, вы видите на скриншоте, внизу ссылка и синим текстом выделена ссылка на конкретный товар, при нажатии на которую у человека открывается карточка с этим товаром и он оформляет заказ в Telegram-магазине. Как выглядит Telegram-магазин? Telegram-магазин — это магазин внутри Телеграма, то есть пользователю не нужно выходить на какой-то сторонний сайт, как это делают обычно с простыми интернет-магазинами. Сначала у нас пользователь запускает бота. В этот бот он может получать различные акции либо скидочные предложения. Слева внизу у нас есть кнопочка «Открыть магазин». Он открывает магазин, у него открывается каталог с товарами, потом он оформляет заказ, если что-то хочет приобрести. Почему именно Telegram-магазин, а не интернет-магазин? Telegram-магазин очень легко создать. Каталог создается за 15 минут, и вы можете уже принимать заказы. Этот каталог будет сразу открываться в канале или в чате. Вам достаточно закрепить кнопку магазина внутри канала и также добавлять ссылки на магазин в продающих постах. Второй пункт — это экономия денег. Вам не нужно тратить деньги на разработку сайта, не нужно разрабатывать дизайн, не нужно разбираться с всякими техническими нюансами, оплачивать хостинг и так далее. Конверсия в Telegram-магазинах, она намного лучше, чем в обычных интернет-магазинах. Мы замеряли, у нас получается конверсия в 5 раз больше по сравнению с обычным интернет-магазином. Также вы можете настраивать рекомендации по товарам и увеличивать свой средний чек. Мы еще можем увеличить продажи с помощью рассылок. Мы можем делать сегментированные рассылки по поведению клиента. То есть мы можем разослать промокоды со скидкой тем, кто посмотрел какой-то определенный товар, но не оформил заказ. Оповестить своих клиентов о каких-то обновлениях в магазине. Либо предложить людям дополнительные товары, исходя из того, что они уже посмотрели, либо что они купили ранее. Мы можем работать с брошенной корзиной, то есть автоматически, если у нас клиент добавил товар в корзину, но его не покупает, мы ему делаем рассылки и говорим: ты забыл товар в корзине. В обычном интернет-магазине нам бы пришлось тратить деньги на рекламу, чтобы догнать клиента рекламы, чтобы он заново вернулся в корзину и приобрел товар. Тут мы это делаем бесплатно. Также мы можем создавать различные промокоды на скидку и поощрять своих клиентов. А также в Telegram-магазин внедрены функции приема платежей. Есть внутренняя CRM-система, в которой вы можете контролировать все заказы. Есть внешняя CRM-система, вы можете подключать. Есть множество различных интеграций с другими CRM-системами. Есть возможность принимать криптовалюты. Много процессов уже автоматизировано, и есть интеграция со службами доставки. Вот так вот выглядит внутренняя CRM Telegram-магазина. Это все сделано на нашей платформе Tegamall. Любой желающий из вас может подключить Telegram-магазин, попробовать протестировать. У нас есть бесплатный период. Заходите, создавайте магазин, смотрите, какая CRM-система, добавляйте свои товары и пользуйтесь. Можете пользоваться той связкой, которую мы вам рассказали. Добавлять можно как физические товары, так и цифровые товары. Тоже можно продавать. Это любые курсы, какие-то игровые ключи, игровые товары типа скины для Counter-Strike, либо видео, либо любой другой товарный бизнес. Вот так вот выглядит наш сайт, в котором вы можете создать Telegram-магазин. Более подробную информацию вы можете прочитать на сайте, как это все работает. Ссылка на сайт будет в описании. Также переходите в наше Telegram-сообщество, там мы скидываем различные фишки по продвижению Telegram-каналов. Также пишем про обновление Telegram-магазина, какие внедряются дополнительные функции. И подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк и пишите комментарии, если у вас остались какие-то вопросы. Всем спасибо, всем до свидания, хорошего дня.